Хочу представить вам бывшего имама Марио Джозефа, который стал христианином после изучения Корана. Это началось после того, как один человек спросил его, кто же был Иисус. Марио попробовал выяснить, что же говорит об Иисусе Коран, и сравнил Иисуса с Мухаммедом. Вскоре он выяснил, что Коран ставит Иисуса выше, чем Мухаммеда. После того, как Марио стал христианином, его семья пыталась убить его, но Бог смог спасти его. Мои предки родом из Турции, но они переехали и поселились в Индии на юге, в штате Керала. Когда моя мама была беременна мной, оказалось, что у нее развилась внутриутробная инфекция. Все доктора говорили, что я умру не родив. Однако она не прислушивалась ни к каким советам. Она молилась Аллаху и сказала: «Аллах, жизнь принадлежит тебе. Оставь жизнь этому ребенку. Если ты подаришь жизнь этому ребенку, я посвящу его тебе». Это была ее жертва. Чудесным образом я родился. Все думали, что я умру еще в утробе. Я был посвящен Богу и проповедовал в исламской мечети как имам. И однажды в проповеди я сказал, что Иисус это не Бог. Для меня Богом являлся только Аллах. Я верил, что Он никогда не был женат, то есть у Него не может быть детей. Я говорил: Иисус это не Бог. Когда кто-то из толпы спросил: ну кто же тогда Иисус? Может быть, это был мусульманин, и он спросил: кто же этот Иисус? Я проповедовал, что Он не Бог. Но вопрос, кто же он тогда оставался? Чтобы узнать, кто он, я прочел весь Коран заново, 114 сур, 6666 аятов. Читая Коран, я нашел имя пророка Мухаммада, упоминающееся 4 раза, и имя Иисуса 25 раз. Я был смущен этим, почему Коран дает предпочтение Иисусу. И второе, я не смог найти в Коране ни одного женского имени, ни матери пророка Мухаммада, ни его жен, ни детей. В Коране есть только имени матери Иисуса, Марии, Марьям. Затем, читая суру 3 Аль-Имран, с 45 по 55 аят, я нашел 10 утверждений Корана об Иисусе. Первое, Коран говорит, что Иисус это слово Аллаха. Второе, что Иисус дух Аллаха. Третье, Иса Масих, что значит Иисус Христос. Итак, Коран говорит, что Иисус слово Бога, дух Бога и Мессия. Потом Коран говорит, что Иисус разговаривал, будучи совсем маленьким, около 2 дней от роду. Также Коран говорит, что Иисус сотворил живую птицу из грязи. Он взял чуть глины, сформировал птицу, вдохнул в нее, и она жила. Так я понял, что он может давать жизнь. Он вдохнул ее в глину. Затем Коран говорит, что Иисус исцелил слепорожденного и прокаженного. Он также оживлял мертвых. Иисус зашел на небеса, Он все еще жив, и Он вернется. Когда я нашел все это, я размышлял о том, что же Коран говорит о Мухаммеде. Согласно Корану, Мухаммед ни слово Бога, ни дух Бога никогда не говорил, будучи 2 дней от роду, не сотворял живую птицу из глины и не исцелял, и не воскрешал людей. Сам умер согласно исламу, он не жив и никогда не вернется. То есть множество различий между этими двумя пророками. Я не называл Иисуса Богом. Я думал, что Он пророк, и Он более велик, чем Мухаммед. Однажды я пришел к своему учителю, который учил меня 10 лет в арабском колледже. Я спросил его, как Бог создал Вселенную. Он ответил: Бог сотворил Вселенную словом. Тогда у меня возник вопрос: слово Бога — это создатель или творение? Коран говорит, что Иисус — это слово Бога. Если мой учитель говорит, что слово Бога — творец, то означает, что Иисус творец, и все мусульмане должны стать христианами. Предположим, он скажет, что слово творение, тогда он окажется в ловушке. Он ведь сказал, все создано словом. Но если он сказал, что слово творение, то тогда посредством чего Бог создал это слово? Так как он не мог сказать слово творец или оно творение, он рассердился и вытолкал меня оттуда, заявив перед этим слово не творение и не творец. Тогда он заявил, что я сказал ему, что слово не творец и не творение, поэтому христиане говорят, что слово Сын Божий.
Тогда он сказал, что если слово «Сын Божий», то я должен показать ему жену Бога, ведь без нее нет шансов иметь сына. На это я показал ему на части Корана, где сказано, что Бог может видеть, не имея глаз, говорить, не имея языка и слышать, не имея ушей. Следовательно, он может иметь сына и без жены. Итак, мы имеем веские аргументы. Знаете, что я в конце концов сделал? Я взял свой Коран, приложил его к груди и сказал: «Аллах, скажи мне, что должно мне делать? Твой Коран говорит, что Иисус жив до сих пор, а Мухаммед тверд. И скажи мне, кого принять из них?» После молитвы я открыл Коран, вопрошая только своего Аллаха, открыл суру 10. Там написано: если ты сомневаешься в том, что мы не спаслали тебе, то спроси тех, которые читают Писание раньше тебя. Воистину к тебе явилась истина от твоего Господа. Не будь же в числе сомневающихся. Если вы спросите меня, кто сделал меня христианином, это не какие-то братья и сестры, отцы, епископа, кардиналы и даже не Папа Римский. Это Коран обратил меня в христианство. Так, после прочтения этого я решил изучить Библию. Я отправился в религиозный центр Индии. В процессе изучения Библии множество стихов казались меня. В первый же день священник прочитал из Иоанна, глава 1:1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью. Итак, мой Коран говорит: Иисус Слово Бога, и Библия утверждает то же самое. Я находил их очень похожими и был счастлив узнать то, что нуждаюсь в Библии и в Коране. Я был как бы в один день христианином, в другой мусульманином. Мне нужны были обе книги. Думаю, так я услышал еще один стих Иоанна, глава 1, стих 12. Прекрасное слово для меня, говорящее о том, что всем принявшему Иисуса Он даст быть власть чадами Божьими. Знаете, во всех аятах Корана Аллах называет людей рабами, а себя господином или владыкой. Господин не может любить своего раба, а раб не может любить господина. Мне не понравилось, что у меня называют рабом, но Коран говорит так. Но когда я услышал стих 12 Иоанна, глава 1 о том, что если ты веруешь в Иисуса, Он даст тебе власть быть чадом Божьим, я сразу сказал, что нуждаюсь в Иисусе, потому что я хотел быть детем Божьим и называть Господа Отцом Своим. До того я не знал, что можно называть Бога Отцом Своим. Иисус учил молитве на арамейском языке. «Отче наш, сущий на небесах». Он говорил «Абба» на арамейском, что значит «Отче наш». Я не могу выразить свою радость, когда я говорю «Мой Отец», называю Бога Отцом Своим. Когда я думаю, что Творец Вселенной мой Отец, я испытываю радость, которую не могу передать другим. Это невозможно объяснить, это можно испытать только самому. Я так рад называть Бога Отцом, именно поэтому я решил принять христианство. I don't know how he took me, but somehow he took me home because I was unconscious. When I came in conscious, I was in a small room without any clothes. I was completely naked, and my hands and legs were chained very tight, and I could not even speak because there was chili powder in my mouth, nose, eyes, and wherever the wound was there in my skin, they applied some chili there also for me to get burning. And they did so much because it is written in Quran more than 18 places to fight with the non-believers, and it is written in some places to kill the one who rejects Islam. So my dad is obeying the law of Quran, so he wants to do something, and within few days they did not give me food or water, and I was dried off, and one day my lift broke and I was trying to lick little blood to wet my throat. Then my brother came and passed urine in my mouth. They said that's punishment for you to believe in Christ. And then after so many days, like without food or water, my stomach became wrong and my entire body became weak, and I became like a bone. Finally I lost even my memory power. I can't even think because no food, no water, so like a dead man.
And I don't know how many days, more than 20 days it was there in the room. And one day my dad came to room and he removed my chain and I was not aware. And he chopped my throat very deep to know is there life in my body. So when he chopped very deep, I couldn't breathe. So when I opened my eye, I could see a big knife in his hand. So my dad said, it's your last moment, no hope. He said, if you need Allah, I will allow you to leave. If you need Jesus, I will kill you. I know that, when I was in the womb itself, all said I will die. But they loved me so much and they prayed and they got the life. And now they want to kill me. So I don't know. And I know my dad well, he will kill me. So when I know that it's my last moment of death, I thought, anyway, Jesus died, but he came back. If I believe in Jesus and I to make it my life, a kind of a joy, it is better to die in Jesus. When I decided, suddenly a light fell on my forehead, a moonlight, something fell on my, and there was a kind of electric shock, something passed throughout my vein. I was so energized, from somewhere the energy flow into my body and I couldn't control myself. That much energy there was in my bone. I pulled my dad's hand down and I cried out, Jesus! When I cried out, my dad fell on the ground. When he fell with the knife which he was holding, there was a big wound for his chest. And there was bleeding and some kind of foam was coming from his mouth and he was screaming, and all were shocked, my brothers and mom, my sisters, they don't know what's happening. So they thought my dad is already dead, so they took my dad and ran to hospital. When they were running to hospital, they forgot to lock my room from outside. And I was in an energy which I cannot tell you because I was only born, no food, so many days, more than 20 days, bony but very energy. So I just came out and wore the dress of my dad. I ran to taxi stand, took a taxi, straight away went to Pota. On the way, the taximan, he was a Christian, so he bought for me some kanji, juice and everything, and he knows my struggle and he taught me to Pota. And he contacts me even now. He's a very good friend of mine, the taxi driver. So I came to Pota again. That day, really I understood my Jesus is alive even now. When I call him for my need, he saved me. So which means he is present here, even when I am talking to you. So that is my life. Everywhere I know that he is present. Because now after my conversion, 18 years, I never thought that the Muslims will allow me to live 18 years. And I have even preached in Middle East, where the Arabs came, but nothing happened. So which means my Jesus is alive and he is protecting me. Is your life in danger? Are people still trying to kill you? Yes, even after this experience, so many times they tried to kill me. So thereafter, no contact with my sister, whom I love so much. My mom, I really love her, but no hope. Humanly speaking, no hope. God can touch them within a moment. So I'm praying. And even if they did not accept Christianity, I am always saying, Jesus, please take them to heaven. Where I am, I need them. So that's my prayer always. Yeah. And you're not afraid to die? Never. No, that's it. The fear of death is actually a foolishness. If you believe in Muhammad and I, you know what will be your situation? Prophet Muhammad died, people buried, and afterwards we don't know where he went. If I believe in him and I don't know where I will go. But Christ, who died, but he came back. So I have a hope, if I die in Christ, I too can come back. So it is better, be sure of death, and that should be in Christ. Because Jesus very clearly said, I am going to my Father's house. John chapter 14 verse 3. I am going to my Father's house. There are so many rooms and I will arrange a room for you. Then I will come back to take you. So, I am so happy to know that my Jesus is arranging big bungalow for me there, big house. Once if he finish the work, he will come back to take me. I think it is a big bungalow because last 18 years Muslims tried to kill me, they could not kill, which means still the construction is going on. Once if it is ready, then he will come back to take me. Then only the Muslims can kill me. Till then nobody can. So I am not afraid of death because that is a fact. Only thing I am thinking, after my death what? To have eternal life, you need Jesus.